Привет подписчикам и гостям канала, с вами Дема с обзором пылесоса Dirma DX700. Вот такая вот крутая коробка. Давайте вместе с вами распакуем и посмотрим, что там внутри. Прежде чем начать, я хочу напомнить, что на канале идет розыгрыш автомобильного пылесоса. Ссылки на него вы можете найти в описании к этому видео, и должна всплыть ссылка вверху экрана. Но это не точно. Также хочу сказать спасибо всем подписчикам, гостям за активное участие, комментарии. Ну а мы погнали! Итак, приступим к распаковке. Сегодня перед пылесосом будет стоять большая задача пропылесосить качественно машину. Как мне сообщили, что этот пылесос на самом деле очень дешевый и неоцененный, потому что он по цене недорогой, а по мощности очень хороший. Пылесосит, говорят, как зверь. Вот. Но при этом о нем никто ничего не знает и не обращает на него внимания, потому что цена всего лишь 3000 рублей. Вот. Сейчас мы это проверим, протестируем на конкретных задачах. В данном случае первая задача — это пропылесосить автомобиль. Так, что здесь? Щетка, насадка. Широкая. Так, это еще две щетки на насадке. Узкая и маленькая щеточка. Дальше. Пылесос выглядит как бластер космический. Вот так. Такой вот шнур. Так, пару инструкций. И насадка. Так, посмотрим, как это все вставляется. Так, вставляется это очень просто. Вот так. Вот здесь вот есть такая небольшая защелка. Когда вы вставляете, защелка плотно входит в свой паз. Выглядит как автомат. Так, вот эта штука снимается и одевается. А, нет, не одевается, просто она была снята. Ее нужно было до конца защелкнуть. Так. Дальше посмотрим поближе на насадки. Надо сказать, материал конструкции такой довольно-таки простенький. Ну, вроде на ощупь крепкий, но легенький. Еще вот такие две насадочки. Как все это крепится? Куда все это крепится? А, вот здесь вот такое интересное отверстие, и туда это все вставляется. Необычно. Не как у обычных пылесосов. Вставляется вот эта штука. Итак, пылесос Бластер распакован. Погнали его проверим.
Итак, теперь очистим контейнер. Для того, чтобы его снять, этот контейнер, необходимо нажать вот на эту кнопку, потянуть вниз. Все, контейнер снимается. Осторожно, здесь находится поролоновый фильтр. Вот, он постоянно выпадает. Теперь снимаем поролоновый фильтр, вынимаем основание с HEPA-фильтром и просто вытряхаем содержимое. И в обратном порядке собираем. Вставляем основание, вставляем поролоновый фильтр. Вставляем контейнер в паз и просто нажатием защелкиваем контейнер на место. Итак, машина пропылесошена отлично. Пылесос справился со своей задачей. Теперь перенесемся в комнату и пропылесосим квартиру. Ковры, полы. Проведем тесты с взвешиванием материала. Поехали! Итак, машину мы пропылесосили, теперь займемся квартирой. Первоначально проверим этот пылесос на нашем знаменитом ковре с длинным ворсом. Я предварительно его пропылесошу, чтобы убрать всю грязь, которая в нем может быть. После этого отмерю 50 грамм овсяной каши Быстров, ее рассыплю по ковру и посмотрим, сколько этот пылесос выберет этой каши из длинного ворса. Итак, ковер прошел предварительную двойную обработку пылесосом. Теперь приступаем к эксперименту. Значит, берем овсяную кашу 45 грамм. Овсяная каша, ясно, солнышко. Быстров, к сожалению, закончился. Отрезаем. Рассыпаем его по поверхности ковра, как можно равномерно. Все. Пакетик пуст. И теперь включаем агрегат. Итак, пылесос собрал 40 грамм, 5 грамм растерял. По моему мнению, он не совсем подходит для таких сложных ковров с длинным ворсом, потому что он оснащен стандартной щеткой, которой нет даже ворса. Не говоря уже о том, что он не оснащен турбощеткой. Ну, убрал он хорошо, 40 грамм из 45, это довольно-таки приличный результат. Давайте теперь посмотрим, как он убирается на гладкой поверхности, на плитке в кухне. Рассыпем немного пшена, вот в углы насыпем, как он, посмотрим, достанет из углов, ну, как-то вот так.
Вот такое количество мусора собрал пылесос. Обратите внимание вблизи на дизайн. Вот эта ручка. Это ручка для хранения провода. Обратите внимание на дизайн его корпуса двигателя. Такой вот с космическими соплами для выброса воздуха. Вот. С торца вот такая одна клавиша. Включение-выключение. Вот. Устройство циклонного мешка следующее. То есть сам корпус циклона с боковым отверстием. Вот, сверху вставляется специальное основание с HEPA-фильтром внутри. Сверху HEPA-фильтра одевается такой поролоновый дополнительный фильтр. И еще сверху самого основания вставляется поролоновый фильтр для фильтрации выходящего воздуха. Как-то так. Итак, теперь подведем выводы по работе этого пылесоса. Ну, что сказать, пылесос, конечно, очень крутой. Для своих денег, то есть 3000 рублей, он сосет, конечно, как зверь. Если у вас дома, конечно, ковры повсюду, вот, но это, наверное, все-таки не ваш вариант. А для пола лучшего и не пожелаешь за 3000 рублей. Вот. Либо для тех, у кого там есть несколько пылесосов, тоже очень удобный локальный вариант. Например, для кухни что-то вы рассыпали, просыпали, можно использовать. По бюджету просто, я не знаю, действительно неоцененный, вот, очень дешевый, очень классный пылесос. Вот. Можно сказать, что это бомба. Вот. Характеристики я в этом видеоролике не приводил, поэтому я не знаю, насколько можно сравнить цифры по мощности всасывания одного или другого пылесоса. Вот, поэтому я справочно эти цифры приведу в таблице на экране. Можете ознакомиться, но по ощущениям пылесос довольно-таки мощный. Пылесос своих денег точно стоит. Я полностью присоединяюсь к отзывам людей на всех отзывиках, что этот пылесос заслуживает твердой пятерки и пригодится в хозяйстве. Как обычно, ссылки на пылесос в описании к этому видео, также там будут промокоды. Вот, я хочу сказать всем спасибо подписчикам и гостям канала за просмотры, лайки, комментарии. Вот, поддерживайте активность. Ну а я с вами прощаюсь. До следующих встреч!